Всем привет! В этом видео я покажу вам новый мотоцикл от Lifan. Это круизер, который пришел на смену предыдущей модели LF250B и имеет собственное название Lifan V16. Также хочу обратить ваше внимание, что начиная с этого видео вы можете смотреть ролики на моем канале в разрешении 4К. Так что подписываемся, ставим лайк и начинаем обзор этого мотоцикла. Погнали! Мотоцикл действительно выглядит офигенно, поэтому давайте подойдем поближе и посмотрим, что он из себя представляет. Итак, Lifan LF250D или же Lifan V16. Теперь это будет самый дорогой мотоцикл от Lifan. Действительно, мотоцикл выглядит очень круто и очень эффектно. При первом взгляде на этот мотоцикл можно даже не понять, что он китайского производства. И это действительно правда, потому что и издалека, и при близком рассмотрении сразу можно обратить внимание на очень высокое качество сборки всех деталей этого мотоцикла. Он выглядит очень круто, и не зря этот мотоцикл теперь будет самым дорогим в линейке Lifan. В Украине он будет продаваться по цене от $2700. Итак, что касается технических характеристик данного мотоцикла. У него 250-кубовый V-образный мотор. Я скажу, что действительно 250 кубиков для такого размера не хватает, хотелось бы больше, но китайцы традиционно делают 250-кубовые моторы. Хотя справедливости ради надо отметить, что я катаюсь на этом мотоцикле уже 3 дня, и этот мотор очень классно тянет при низких оборотах. И если сравнивать его с другими мотоциклами объемом 250 кубиков, то этот мотоцикл очень и очень шустро себя ведет. Давайте теперь рассмотрим мотоцикл поближе. Итак, мотор, о котором я уже говорил, 2 цилиндра. Визуально смотрится это, конечно, больше, чем 250 кубов. Все люди, которые подходили и спрашивали, сказали мне, что минимум считали, что это 600 кубиков. Этот мотор вкупе с 5-ступенчатой коробкой передач сможет разгонять мотоцикл до 120 км в час. Непонятно, конечно, почему в этом мотоцикле воздушное охлаждение двигателя. Могли бы сделать хотя бы масляный радиатор. Ну, производитель заявляет, что он не перегревается. Я не знаю, правда, в жару, в пробках городских, я думаю, что может и перегреться. Но, тем не менее, факт остается фактом. Этот мотор с воздушным охлаждением. Бак в этом мотоцикле на 14 литров. Расход производителем заявлен 3 литра на 100 километров. Соответственно, бака должно хватать где-то на 400 километров. Я проехал на этом мотоцикле около 120 километров. У меня из 4 делений погасло пока только одно. Ну, посмотрим еще, пока не знаю точно насчет расхода. В любом случае, он действительно небольшой. Кроме того, мотоцикл стал немного длиннее. Комфорт мы заценим потом, когда будем проводить тест-драйв. Но я на него сел, мой рост 185 сантиметров. И, конечно, тут есть еще запас. Я думаю, что этот мотоцикл по размеру подойдет практически людям любого роста, даже высокого, там 1,90 м, 1,95 м. Я думаю, что кататься на нем будет вполне комфортно. Также здесь сразу идет полноценное заднее сиденье для пассажира вместе со спинкой и с небольшим багажничком. Я посажу на этот мотоцикл обязательно пассажира. Надеюсь, это будет красивая девушка. И потом спрошу ее ощущения, как ей катается в роли второго номера здесь. Тормозов вполне достаточно. И впереди и сзади размещены дисковые тормоза. Мотоцикл объемом 250 кубиков они останавливают на ура просто, к этому претензий нет. Ну, а я так скажу, самый, наверное, крутой плюс этого мотоцикла, то, что мне понравилось, это его выхлопная система. Точнее, звук этой системы. Ребят, я никогда раньше не думал, что 250 кубиков действительно могут так круто звучать. Сейчас попробую завести и показать вам. Этот выхлоп имеет офигенное звучание, причем как на холостых оборотах, так и на низких оборотах. Он рычит именно благородно, не орет, имеет такой низкий бас.
И единственное, что пропадает уже этот благородный звук на высоких оборотах. Но этот мотоцикл не для высоких оборотов. Я так вам скажу, что до 5000 на нем ездить комфортно, потом начинаются по мотоциклу всякие вибрации. Что касается приборки. Во-первых, зацените ключ. Ключ к данному мотоциклу выглядит как автомобильный. Нажимаешь на кнопочку, он выскакивает. И вставляется он здесь, впереди, на приборной панели, в отличие от предыдущих чопперов, где ключ размещался сбоку. Одним из основных плюсов данного мотоцикла, то, что мне в нем понравилось, это приборная панель. Она действительно выглядит очень дорого и очень стильно. При включении зажигания, значит, мы можем видеть, что здесь есть тахометр, который выполнен в классическом стиле, хотя он не является аналоговым, он, конечно же, электронный, но выглядит прикольно. И основное электронное табло, в центре показывается скорость, также вы видите внизу единичку, это передачи. Также на табло выведен общий пробег, время, количество топлива в баке, дублируется электронный тахометр внизу, а здесь показывается уровень заряда аккумулятора. Помимо этого, вокруг есть куча сигнальных лампочек, которые сигнализируют check engine и так далее и тому подобное. Также, я не знаю, видно или нет, вот здесь вот загорается лампочка ABS. Конкретно в этом мотоцикле ABS нет, хотя сама модель совместима с опцией ABS, и ее можно будет позже заказать отдельно, для тех, кому будет интересно. Также здесь бросается в глаза сразу очень массивное ветровое стекло, как в полноценном чоппере. Оно идет к этому мотоциклу в комплекте, его не нужно отдельно докупать. Размещается оно на 4 крепежах. И я вам скажу, что обеспечивает оно классную ветрозащиту. Единственный минус этого стекла я заметил в том, что все-таки сверху немножко оно не дотягивает. То есть нельзя сказать, что вообще на тебя не дует ветер при езде. Если разогнаться быстро и ехать, например, против ветра, то вот ветровой поток полностью тебя обходит, но чуть-чуть сверху шлем цепляет. То есть макушку шлема, по крайней мере у меня рост 185 сантиметров, мне немножко цепляет. Нельзя сказать, что вообще не ощущается, например, поток ветра, но данное стекло из-за своего огромного размера действительно его очень сильно снижает и повышает комфорт при езде по трассам. Также сразу в комплекте к этому мотоциклу идут дуги, которые защищают красивые никелированные элементы кузова от повреждений при падении. Хочу сразу отметить очень красивую фару, которая выглядит действительно как на дорогих чопперах. Она полностью диодная LED, как во всех современных моделях Lifan. Кроме того, именно в этой модели есть опция дневных ходовых огней. Вот сейчас вы видите, просто включен ключ зажигания, и сразу автоматически включается сверху вот эта полоса. Она довольно яркая, сейчас солнечная погода, ее хорошо видно. И она автоматически горит, пока не включишь ближний свет. Тогда она гасится, чтобы не слепить встречных водителей, и уже работает ближний свет. Центральная большая линза — это ближний свет, маленькие линзы внизу все — это все дальний свет. Ну, тест ночью мы устроим отдельно, но фара очень классно вписывается в общий дизайн мотоцикла. Он, с одной стороны, выглядит как классический чоппер, но с такими элементами современного дизайна. Так, наконец-то я дождался вечера, на улице уже стемнело, и теперь можно испытать свет на этом мотоцикле. Что по подсветке приборки? Значит, подсветка есть, она только одного цвета, это светло-голубой. Я вам скажу так, что в темноте, в принципе, довольно приятно смотрится, в глаза не бьет. Мне очень не нравится во многих китайских мотоциклах ихняя подсветка, она такая дешманская. Вот прямо смотришь на нее и видно, ну, дешевка. Особенно зеленые подсветки мне очень не нравятся. Эта подсветка прикольная. Во-первых, она сделана, выглядит дорого. Во-вторых, все очень хорошо в темноте читается. Вот я сейчас держу камеру на уровне глаз водителя, и даже мелкий всякий шрифт на приборке, он читается без проблем. Что у нас по свету? Значит, как я уже говорил, в этом мотоцикле есть дневные ходовые огни. Это значит, что как только вы включите зажигание, загорается в фаре вот такой вот диод. Он очень яркий и имеет рассеивающий свет. Днем его очень-очень хорошо видно. Ночью тем более, ночью он слепит, поэтому как только вы включите ближний свет, вот этот вот дневной ходовой огонь погаснет. Сейчас я покажу. Итак, как только мы включаем ближний свет, дневной огонь гаснет и включается центральная линза.
Все нижние диоды — это дальний свет. Когда включаешь дальний свет, загорается все вместе. Вот так вот фара превращается просто в прожектор. Теперь, что касается качества освещения. Значит, я вам скажу так. К дневным ходовым огням вопросов нет. Это действительно нужная вещь, которую сейчас устанавливают практически на все современные мотоциклы. И, к сожалению, на многих китайцев этой опции до сих пор нет почему-то. Приходится вручную включать постоянно свет, чтобы быть заметным днем. В этом мотоцикле присутствует такая опция. То есть при включении зажигания, вне зависимости от вашего желания, будет гореть яркий диод. Но если включить ближний свет, то я, как владелец Lifan K5 и видел уже несколько других мотоциклов, катался на них, я вам скажу, что ближний свет здесь традиционно слабоват. Как во всех моделях Lifan, которые я встречал, на которых я катался ночью, этого света достаточно лишь для поездок по ночному городу, где везде горят уличные фонари. При таком освещении вам ближнего света будет вполне достаточно, и париться на этот счет не нужно. Но если вы собираетесь кататься ночью по трассам, или если вы живете в каком-нибудь населенном пункте, где, к сожалению, до сих пор не провели уличное освещение, то я вам рекомендую позаботиться сразу о дополнительном свете, потому что ближнего тут явно не хватает. Что касается дальнего света, дальний свет классный. То есть действительно реализовано хорошо, он бьет далеко, он освещает все вокруг, и вопросов к дальнему свету у меня нет. Что касается заднего света, здесь все очень просто. Он тоже состоит из LED-диодов. Фонарь очень хорошо виден со всех ракурсов, ему ничего не мешает. Светит очень ярко и днем, и ночью. И есть прикольная белая подсветка номера. Короче, мотоцикл хорошо заметен. С задним светом вопросов никаких нет. Поворотники тоже диодные. Их, соответственно, видно, конечно, хорошо. Ну а на этом все, друзья. В следующем ролике будет тест-драйв. А сейчас ставим лайк, подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем ровных дорог. Пока.